Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о шоколаде. Шоколад, сделанный из бобов какао-фрукта, является одним из самых любимых лакомств, которое приходится по душе как детям, так и взрослым. После употребления шоколада, пусть ненадолго, но все же повышается настроение и жизненный тонус, восстанавливаются силы, быстро проходит чувство голода. Швейцария – страна, на долю которой приходится наибольшее количество потребляемого шоколада на душу населения. В этой стране в среднем ежегодно потребляется примерно 8,8 килограмма шоколада на человека. Шоколад – это природный антидепрессант. В его составе есть аминокислота триптофан, которая стимулирует выработку серотонина, гормона радости. Умеренное потребление шоколада повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность. Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения и укрепляют иммунитет. Когда большинство из нас слышит слово «шоколад», оно вызывает в воображении образы батончиков, конфет в глазури, пирожных и прочее. Но сегодняшний шоколад мало похож на шоколад прошлого. На протяжении большей части истории шоколад был почитаемым, но горьким напитком, а не сладким съедобным лакомством. Какао-дерево теоброма возникло в верхнем бассейне реки Амазонки. Название теоброма происходит от древнегреческого и переводится как «пища богов». Позже его стали называть какао-деревом или шоколадным деревом. Какао-дерево лучше всего растет в жарких и влажных регионах мира. Дерево какао очень нежное, и его очень трудно вырастить. Сегодня какао производится в странах между 10 градусами северной широты и 10 градусами южной широты от экватора. Крупнейшими производителями какао являются Кот-д'Ивуар, Гана и Индонезия. Растет оно также в тропических странах, таких как Эквадор, Перу, Бразилия, Венесуэла, Доминикана, Нигерия, Камерун, Вьетнам и Гаити. Больше всего какао производят в Африке, около 70% мирового урожая. Для его роста требуется влажная среда с температурой не менее 25 градусов Цельсия и влажностью 80% и более. Необходимо идеальное годовое количество осадков примерно 1800 мм. Растет дерево в затененной среде. Деревья какао не любят прямой солнечный свет, он просто обжигает листья и иссушает почву. Плантации какао похожи на лес. Фермеры сажают какао под высокими деревьями, которые дают густую тень, такими как кокосовые пальмы, банановые, каучуковые, манговые деревья и авокадо. Таким образом, создается определенная защита от ветра, а высота деревьев ограничивается 6 метрами, что облегчает сбор урожая. Без этой меры дерево какао могло бы достигать высоту 15 метров. Какао-деревья могут жить до 100 лет, но продуктивными они считаются только до 60 лет. Шоколад появился около 4000 лет назад в древней Мезоамерике. Именно здесь были найдены первые растения какао. Первые люди, попробовавшие плоды необычного дерева, были представителями древней цивилизации ольмеков. Они назвали какао-дерево нелепо звучащим словом «какао». Ольмеки первыми научились измельчать плоды в порошок и изобрели уникальный напиток, аналогов которому не существовало в то время нигде в мире. Ольмеки измельчали сушеные какао-бобы в порошок, а затем смешивали его в кипящей воде с кукурузной мукой и специями. В результате получался густой, горький, пенистый напиток. На смену ольмекам пришли племена майя. Для этого древнего племени дерево какао стало классическим культовым деревом. Майя так любили шоколад, что они не только собирали какао-бобы в лесах, но и научились выращивать эти деревья в своих садах. Шоколад майя был густым и пенистым. Его часто смешивали с горячей водой и перцем чили. Майя, считавшие какао подарком богов, использовали шоколад для священных церемоний и погребальных подношений. Они проводили ежегодный фестиваль в честь бога какао Экчуа. Когда люди империи ацтеков распространились по Мезоамерике в 1400-х годах, они тоже стали ценить какао. Они верили, что какао пришло от богов на их священной горе. Поскольку ацтеки не могли выращивать его в засушливых высокогорьях Центральной Мексики, они торговали бобами с майя. Майя использовали их в качестве валюты для покупки еды и других товаров. За одно семя какао майя мог получить авокадо, а 4 боба можно обменять на тыкву. За 10 бобов можно заполучить здорового кролика. Это было время, когда деньги буквально росли на деревьях.
Ацтеки относились к шоколаду с большим почтением, употребляя его на брачных церемониях, а также даря напиток воинам-победителям после сражений. Таким образом, становится понятно, что напиток, приготовленный из плодов какао-дерева, считался роскошью. Его могли отведать только жрецы, старейшины племени и знаменитые воины. Ходят легенды, что могущественный правитель ацтеков Монтесума II выпивал 50 чашек шоколада в день для энергии и в качестве афродизиака. Он держал кладовую, полную бобов, приобретенных за счет торговли, налогов и военных завоеваний. История появления изысканной сладости в Европе датируется серединой XVI века. Христофор Колумб и его команда, возможно, были первыми европейцами, наткнувшимися на какао-бобы, но они упустили свой шанс войти в историю шоколада. В 1502 году он обнаружил какао-бобы на захваченном торговом корабле во время путешествия в Америку. Колумб привез захваченные им какао-бобы в Европу, но испанский король и его двор не придали значения потенциальной ценности неизвестных бобов. В 1519 году испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился у берегов Мексики, где проживали ацтеки, чтобы основать испанские колонии. Вождь Монтесума, принявший захватчика за реинкарнацию божества, встретил его банкетом, на котором решил угостить дорогого гостя божественным чоколатлем по рецепту, заимствованному у племени майя. Когда Кортес впервые попробовал напиток, он был неимоверно возмущен и заявил, что ему подали пойло для свиней. И все же после испанского завоевания ацтеков Кортес вернулся в Испанию и привез сундуки, полные какао-бобов. Их горький вкус побудил первоначально использовать бобы в качестве лекарства. Их рекомендовали при болях в животе, расстройстве желудка, кашле и лихорадке. Так как Кортес привез не только бобы, но и способ приготовления чоколатля, в Испании этот напиток оценили по достоинству. Начались регулярные поставки какао из колонии. Приготовлением напитка занимались не только благородные идальго, но и монахи и иезуиты. Постепенно они стали добавлять к тертым какао-бобам мед, заменявший в то время сахар, убрали из рецептуры перец чили, а позже для приятного запаха стали добавлять ваниль. Это сделало напиток невероятно вкусным. К 17 веку шоколадомания распространилась по всей Европе. Сначала шоколад попал в Италию, а потом и в другие страны Европы. Везде шоколад оставался прерогативой богатых. Однако производить шоколад в промышленных масштабах по-прежнему было сложно и дорого. Десятки африканских рабов и наемных рабочих были отправлены на плантации какао в Южную Америку для выполнения непосильной работы. На протяжении почти 2 столетий ничего интересного в истории шоколада не происходило. Шоколадом наслаждались как напитком, а вместо воды часто добавляли молоко. Ситуация начала меняться в 1828 году, когда голландский химик Коенрад ван Хаутен изобрел пресс для какао, который мог отделять какао-масло от какао-бобов и таким образом создавать отдельно какао-порошок и какао-жир. Внедрение какао-порошка значительно упростило создание шоколадных напитков, а жир какао помог сделать шоколад доступным для всех. В 1847 году британский шоколадье Джозеф Фрай создал первую плитку шоколада из какао-масла, какао-порошка и сахара. Он разлил эту смесь по формочкам и вуаля! Родился шоколадный батончик. В 1861 году Ричард Кэтбери создал первую коробку конфет в форме сердца ко Дню Святого Валентина. Популярность боксов с годами только росла. В 1875 году швейцарский шоколадье Даниэль Петер использовал сухое молоко для производства первой плитки молочного шоколада. С изобретением молочного шоколада возникла целая отрасль, с которой мы больше всего знакомы сегодня. Так шоколад превратился из горького напитка в твердое лакомство, которое мы едим сегодня. К 20 веку шоколад был широко потребляемым лакомством, которым наслаждались люди всех классов. Во время Великой Отечественной войны шоколад давали военным в пайках. Его также выдавали летчикам и подводникам. Так как делают шоколад сегодня? Первым шагом в производстве шоколада является выращивание какао. О том, какое это капризное дерево, сказано выше. Сбор урожая – это второй этап в производстве шоколада. Урожай собирают 2 раза в год.
Какао-бобы собирают только после того, как они полностью созрели. Так как они не созревают все одновременно, этот способ позволяет тщательно защищать деревья и гарантирует, что они будут цвести снова и снова. Деревья плодоносят с 3-летнего возраста. Для сбора урожая используются различные инструменты, такие как мачете и пикарун. При этом стручки какао необходимо собирать вручную с осторожностью, чтобы не повредить место соединения стебля с деревом. Плоды напоминают мяч для регби. При сборе урожая сначала вынимают какао-бобы из стручка. Важно отметить, что какао-бобы свежесобранных плодов не обладают вкусовыми и ароматическими свойствами, характерными для шоколада и какао-порошка. Они имеют горько-терпкий привкус и бледную окраску. После сбора стручок какао вскрывается, а кожура выбрасывается. Мякоть и семенные коробочки – это то, что нужно фермерам. Какао-бобы завернуты в белую мякоть в виде слизи. В стручке около 30-50 семян, и именно они отвечают за приготовление любимого всеми шоколада. Трудно представить, как они выглядят в необработанном виде. Далее семена и мякоть оставляют для брожения. Для этого их помещают в большие деревянные чаны. Ферментация помогает выявить желаемый вкус какао, а также придает насыщенность, которой не хватает неферментированным бобам. Она также устраняет горечь семян какао, уменьшая количество дубильных веществ, содержащихся в бобах, благодаря клеточным изменениям, которые происходят во время процесса. Ферментация в чанах занимает от 2 до 8 дней. Этот процесс контролируется. Температура все время должна оставаться на уровне 45 градусов Цельсия. Бобы регулярно перемешиваются. Во время ферментации липкая мякоть превращается в жидкость и стекает сама по себе, а остаются только семена, готовые к сушке. С окончанием ферментации бобы раскладывают для сушки. Лучше всего сушить бобы на солнце, хотя может быть и искусственная сушка. Ее используют в местах, где неподходящий климат. Во время дождя какао-бобы помещают под полиэтиленовую пленку. Важно, чтобы бобы были должным образом высушены. Их влажность снижается с 60% до менее 10%. Это нужно, чтобы остановить процесс ферментации и чтобы далее бобы не гнили. Сушка занимает в среднем 5-6 дней. После сушки какао-бобы, которые когда-то были влажными, липкими и пурпурно-белыми, приобретают красивый красно-коричневый цвет. Теперь их можно легко хранить в мешках и перевозить. Бобы упаковываются и готовы к отправке производителям шоколада по всему миру. Перед отправкой бобы очищают от камней, мусора и других примесей. Как и в случае с кофейными зернами, какао необходимо обжарить перед использованием. Обжарка является ключевым процессом. Она еще больше раскрывает вкус шоколада из бобов. Время и температура обжарки зависит от ароматов, которые производитель шоколада хочет извлечь. Обычно их жарят в большой духовке при температуре от 100 до 140 градусов в течение от 20 до 30 минут в зависимости от сорта. Именно во время обжаривания бобы раскалываются, шелуха выбрасывается, а сердцевина измельчается и откладывается в сторону для превращения в шоколад. Полученная какао-крупка иногда используется как есть в выпечке и других кулинарных целях. Но для шоколада какао-бобы должны быть измельчены до получения жидкой пасты, называемой какао-массой. И хотя она имеет вид и запах шоколада, это все еще не шоколад. Из этой массы можно приготовить множество различных шоколадных кондитерских изделий с добавлением сахара и других ингредиентов. Ее также можно дополнительно переработать на два компонента – сухое какао и какао-масло. Иногда некоторые производители шоколада продают какао-масло для использования в косметике и для других целей, заменяя его в шоколаде растительными маслами. К сожалению, из-за этого шоколад получается некачественным. Также некоторые производители шоколада изготавливают шоколад из сухих веществ какао, масла какао, сахара и эмульгатора, такого как соевый лецитин. Таким образом, какао-масло, жир, выжимаемый из тертого какао, является основой для производства шоколада. Его цвет от светло-желтого до коричневого, с запахом какао. После отжима масла в прессе остается какао-жмых. Какао тертое и масло какао с сахарной пудрой используют для приготовления шоколада, а из какао-жмыха получают какао-порошок. Следующий этап – конширование.
Это один из важнейших этапов в цепочке производства. Тертое какао подвергается продолжительному до 24 часов непрерывному интенсивному перемешиванию при температуре от 55 до 90 градусов Цельсия. В процессе конширования из массы удаляется лишняя влага и дубильные вещества. Частички тертого какао становятся округлыми. В конце обработки в массу вносят остальные ингредиенты – какао-масло, молочные продукты, сахар, добавки. В результате конширования консистенция шоколада становится однородной, а вкус – нежным. На этапе темперирования шоколадную массу в специальных сборниках сначала медленно охлаждают до температуры 23 градуса Цельсия, затем постепенно нагревают до температуры 32-35 градусов Цельсия. В процессе темперирования масло какао переходит в более стабильное состояние, которое обеспечивает готовым изделиям привлекательный вид и глянцевую поверхность. В итоге шоколаду придают форму. Готовую шоколадную массу разливают по подогретым металлическим или пластиковым формам. На этом этапе в будущие плитки вводят добавки, если этого требует рецептура изделий. Готовые плитки движутся по ленточному транспортеру. Готовые шоколадные плитки на упаковочном аппарате заворачивают в этикетку, затем вручную или автоматически завернутые плитки упаковывают в коробки и палеты. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!